Жизнь Вайолет изменилась навсегда, когда она решилась на серьезный шаг усыновить новорожденных близнецов своей лучшей подруги Маргарет, ушедшей из жизни при родах. История, начавшаяся как благородный жест, спустя 18 лет обернулась откровением, перевернувшим все с ног на голову. Вайолет и Маргарет были неразлучны с первых лет учебы. Их связывала крепкая дружба, переходившая в почти родственную привязанность. Вместе они пережили студенческие годы, поддерживали друг друга на жизненном пути и даже вышли замуж с разницей всего в несколько недель. Их жизни шли в одном ритме, пока однажды не случилось нечто, изменившее все. Когда Маргарет почувствовала недомогание, Вайолет настояла на визите к врачу. Оказалось, что обе женщины беременны, что стало неожиданностью и радостью для обеих. Спустя несколько месяцев на УЗИ выяснилось, что Маргарет ждет близнецов. Вайолет искренне радовалась за подругу, несмотря на то, что у нее должен был родиться только один ребенок. Наступил долгожданный день родов. Обе женщины поддерживали друг друга до последнего момента. Однако судьба распорядилась жестоко. Маргарет не пережила роды, оставив после себя двух новорожденных мальчиков. Вайолет, потрясенная потерей подруги, увидела единственный правильный выход – взять детей на воспитание. Муж Маргарет, Фрэнк, не смог справиться с горем. Он обвинил новорожденных в смерти супруги и отказался от них. Этот поступок шокировал Вайолет, но она не могла оставить близнецов. С поддержкой мужа Чарли она официально оформила усыновление, приняв детей в свою семью. Чтобы избежать лишних вопросов и дать детям равные возможности, Вайолет воспитывала их как тройняшек. Одинаковые наряды, совместные занятия, общие праздники — никто не сомневался, что эти трое действительно родные братья. Однако с возрастом различия стали очевидны. Вопрос о том, почему Александр выглядит иначе, назревал, но Вайолет избегала ответа, боясь разрушить семейную гармонию. Когда Александру исполнилось 18 лет, его здоровье резко ухудшилось. Врачи поставили тревожный диагноз, срочно требовалась пересадка печени. Джош и Сен без раздумий согласились помочь брату, но анализы показали, что у них разная группа крови. Этот факт вскрыл страшную правду: Александр не был их биологическим братом. Джош и Сен потребовали объяснений. Вайолет, понимая, что дальше скрывать правду бессмысленно, призналась во всем. Братья испытали шок, осознав, что их жизнь была построена на лжи. Однако самой главной загадкой оставался биологический отец-мужчина, который когда-то отказался от них. Оправившись от операции, Александр вместе с братьями решил найти Фрэнка, своего биологического отца. Они покинули дом, оставив Вайолет в страхе за их судьбу. Через несколько дней молодые люди вернулись, принеся с собой неожиданные новости. Отец сожалел о своем решении и хотел искупить вину. Этот момент стал поворотным для всей семьи. Фрэнк попросил прощения у Вайолет за свою слабость и нежелание принять ответственность. Дети, несмотря на пережитую боль, простили его, осознав, что долгие годы их истинной семьей была именно Вайолет. Вайолет не просто воспитала детей своей подруги, она подарила им дом, заботу и настоящую семью. Братья, несмотря на потрясение, осознали, что главное не кровь, а любовь, которая их объединяет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.